Прям-пам-пам. Всем привет, ребят. Меня зовут Владимир. Вы на канале Яновский. Знаешь что? От монашечки-то осталась у нас всего лишь одна голова. Ну, это мы и посмотрим сегодня. И, между прочим, там еще целая куча ачивок всяких разных, внутренних, внешних, наружных и прочих остальных. Дорогой зритель, который смотрит записи, на стримчик приходи в конце концов, колокольчик жми, лайкосик ставь, комментарий пиши. А тем временем, дорогие же вы мои чатеры, Бенди и летсплеер, извиняйте, как вижу, так читаю, не помню имен, как меняете, так читаю. Кэт, привет. И Genius Horror, привет. И все, и ни одного модератора в чате нет, какой прикол. О, чё нет, ну подойдут, я надеюсь. По звуку мне скажи сразу, потому что в принципе-то все как бы как было, так и было. Ничего не менял. Как говорится, что есть, то есть, сильвупле. А игра захватываться собирается? А игра, я спрашиваю, захватываться собирается? В смысле? Я не понял. Игра, ты чё? Ты же захватывалась. Моментос. Ну. О. Ё-моё. В черные экраны поиграли и хватит. Ну, короче, 4-ю главу, значит, идем, да? Есть такое? Звук норм. Игра Е. Все. Значит, продолжаем. Сенсу вроде настроил. Так, а кто? Бенди у нас бегал. Сегодня, наверное, летсплеер побежит. Давай будем за летсплеера. Сегодня. Летсплеер. О, кайф. Летс. Или как? Или ты хочешь по красоте? Давай по красоте, конечно. О. Плеер. О. Все, кайф. Ну так и чё? Получается алхимия. Получается мы 4-ю главу новую, ну в смысле не 4-ю, я так понимаю, здесь рандом, поэтому чередовать их, ранжировать по порядку бессмысленно, да? Так, Слирчик, что за вопрос? Я русский, который... тут это очень философско, конечно, так написал. Звучит так, как будто бы это футбольный какой-то матч. Я тебе так скажу. Да, Линкольн тоже привет, да. Да что-то вы капец в чате понаписали, я в шоке. Всех не упомнишь. Вот когда меня спрашивают, ты за Украину или за Россию? Я тебе так скажу. Я никогда не жил в Украине, но я был в Украине. Вот, я жил в России. Но жил в России я 30 лет, и поэтому я тебе так скажу. Я против геноцида и против войны. Как было в России, хорошо или плохо, я не знаю. Я против действий России. Вот так. То есть, я не знаю, как в Украине, и я не украинец, и поэтому... естественно, я осуждаю геноцид, я осуждаю войну и презираю все руководство и, в принципе, государство под названием Россия. Потому что именно государство и государственная власть учиняет то, что вот это вот сейчас мы все имеем. Как-то так. Когда просто спрашивают, ты за Россию или за Украину, такое чувство, как будто там какой-то футбольный матч идет, и я такой, ух, там, давайте, побеждайте. Просто получается, что одна государственная власть настолько уже рехнулась, что решила просто вот это вот все. Ну, это недопустимо, тем более в 21 веке, ну, это кошмар просто и ужас. Я пошел пока. Так, нам что? Нам надо опять все открывать? Правильно? Ща, моменту море. Вот, по поводу войны и вот этого всего. Да, хотелось бы, вот знаешь, с одной стороны, нельзя об этом молчать, да? И мы должны говорить о том, что, ну, должна Украина поставить Россию на место, и мир должен как-то сейчас совместными усилиями остановить этот террор навсегда, чтобы больше это никогда не повторялось. И, ну, научить, как говорится, молодое государство Россия, что жизнь превыше всего, и если вы бездарные дипломаты, то нечего вам делать в правительстве, да? И хочется и об этом сказать, и вроде бы как не хочется, чтобы... Хочется, чтобы люди отвлеклись от этого, потому что это же постоянный стресс. И не все сейчас могут, допустим,
Ну, я имею в виду молодых ребят и девушек, которые хотели бы, допустим, поиграть в игру и отвлечься от событий, которые происходят. Не хочется и здесь это тоже напоминать. Поэтому, ну, с удовольствием отвечу на вопросы, но давайте просто не будем давить этим, потому что я сам, честно говоря, с утра до вечера все это... Ой, ой-ой-ой, одно и то же вот это вот во всех, ну, на всех YouTube-каналах одно и то же. Как бы и надо быть и в курсе, но давить этим не хочется, конечно. Так, сейчас момент. Что-то меня... Тетя это... Подожди, а мне же... Подожди, Пик, привет. Подожди, зачем на стримах модерация? Ну, на стримах модерация для того, чтобы смотреть, не отлетела ли трансляция, для того, чтобы смотреть, не провалился ли звук, для того, чтобы следить за чатом. Ну, то есть это помощь пассивная. Как пассивная? Ну, довольно пассивно-активная. Просто так бывает иногда, что я сильно отвлекаюсь на игру, как бы по понятным причинам, потому что иногда тебе здесь конкретно угрожает активная опасность, вот, и поэтому, да, вот так. Но, как бы, я приобрел такой себе навык, чтобы активно модерировать сам себя, и вроде бы получается. Поэтому модераторы есть, модераторам очень благодарен, они крутые ребята, они и мне помогают, и сами прокачиваются. Ну, это же и круто, это же круто. Ну, Мартика вот, ну, что-то нету. Видите, вы не все есть в Дискорде, и поэтому я не могу написать всем сразу в Дискорд. Я в Дискорд скидываю ссылку на анонс. Вот. Я играю в разные игры, Слирчик, вообще в разные. Ну, какая заходит, какая по кайфу, в ту играю. Самое главное, чтобы нравилось мне и вам. Потому что если в этом алгоритме что-то ломается, то начинаются проблемки. Если мне не нравится, а вам нравится, ну, такое редко бывает на самом деле, вот, то я испытываю дискомфорт в игре, и ты это почувствуешь и увидишь, что я не круто играю в этот момент, скорее всего. А если наоборот, то получается, что я один играю, а людям не интересно. От этого тоже каналу нехорошо, а хочется, чтобы было по кайфу твою же. И с аудиторией, и как бы и канал качать, и самому, чтобы по кайфу было тоже. Вот. Что там, что там? После монашки будет зайчик, да, я думаю, да. Я думаю, да. В DS есть не все, поэтому, допустим, я на последние 2 стрима написал, что анонс уже на канале. Ну, допустим, чтобы Let's Player и Genius Horror, чтобы видели это, потому что я знаю, что их вроде бы как нет в Дискорде. Так, подожди, а нам что надо? Мы прошли вот это место. Нам нужно вообще за шкаф зайти? Нам вроде бы ключ должны какой-то дать или нет? Ну-ка. Что-то я не припоминаю. Можно мне погромче? О, спасибо. Вот. Да, Зайчик новеллу Original мы прошли. Ну, все главы доступные. Вот. Да, я поэтому Genius Horror и написал, потому что его нету там. Вот. И что? И есть Other Story от фанатов. Вот. Соответственно, да, это Тинибани. Соответственно, вот это вот все. Слендерина? О. А Слендерина это отдельная часть? Слушай, я смотрел, кстати, вот скидывали про вот это вот Паре Лео Банана, я не знаю, что это такое. В Стиме этой игры нет. Где ее искать? Ее искать как игра не на торрентах? Вот Бенди скидывал вроде. Леон Банана, привет. Скидывали 2 игры со странными названиями. И я их нигде не нашел, ну, не нашел их в Стиме. Соответственно, их надо где-то скачать. Вот. Подожди, нам не дали никакого ключа. Нам нужен кубок, я так понимаю, правильно? Соответственно, мы ищем просто кубок. Так. Окей. Да, Грааль, все правильно. Этот самый, кубок огня, я имел в виду. Я, знаете ли, Гарри Поттерианец. Так, ну я... О, я вижу частицы. Довольно такие очевидные.
А чё, в смысле, они вниз ведут? Так, ну наверху я не вижу. Соответственно, да. Окей. Окей, let's go. Так, типа, ага, персонаж Грэнни. Слушай, ну не хочется играть в какие-то корявые недоделки. Хочется, чтобы, ну, нормальная была игра сделанная. А чё здесь так много частиц, и я не вижу, куда они конкретно ведут? Они как будто бы вот здесь вот все скоплены. И больше никуда не ведут. Это странно. Грэнни Поттера. Грэнни Поттера проходили, да. Гарри Поттера попроходим. Я думаю, мы его попроходим, когда я соберу второй комп. Почему-то мне так кажется. Ну как второй? У меня есть компьютер, который я привез из России при переезде. Но я его разобрал, и он у меня в рюкзаке разобранный. Ну, имеется в виду полностью все, что внутри. Все составные части в рюкзаке, и все. И больше у меня ничего нет. Монитора нет, ничего нет. Что у меня в комнате под кроватью? Так, ща. А нужно ли мне гвоздодер на всякий случай достать? Давай сейчас просто по кругу все откроем. Возможно, где-то во дворе валяется. А возможно, там же, где и был. Кто его знает. Оп-оп-оп. Пич-бомбац. Хоп. Так. А лайкосики все поставили, кстати? Проверьте, пожалуйста, лайкосики. Купил себе стул новый. Могу вот так вот кружиться теперь. До этого был такой отстойный. А теперь с колесиками. Красота. Тебе, конечно же, это видно. Ты, конечно же, это заметил. Да, я открыл концовку плохую. Кстати, ачивки тут вообще можно посмотреть? А, тут нельзя. Слушай, ну там довольно большое количество ачивок, я так посмотрел. Особенно меня напрягают ачивки, которые нужно выполнять на экстриме. Это прям вообще, конечно. Ула-ла. Ула-ла, я прям жду, прям с нетерпением, когда мы их найдем. Когда мы их начнем собирать, это будет больно. Это будет беспощадно. Так, вот такой вопросик. Во-первых, что за динозавр? Во-вторых, а кубок может быть вообще где угодно. Он может быть и в помещении, и на улице, да? Под кроватью кое-что. Ну давай посмотрим сейчас. О, Майкл, привет. До монетизации, кстати, вот хочу вам сказать, осталось 120 часов. Сейчас на канале 3880 часов просмотров. Еще 120 часиков, и Владимир получит монетизацию. О, я вижу снова синие частицы. Вот. Так что большое спасибо за часы. Если ты оставлял стрим на ночь на просмотр и добавлял мне часов, тебе супер-мега респект. Я не уверен, что монетизация меня сильно спасет и поможет мне получать достаточное количество средств, чтобы, допустим, заниматься только контентом. Но для канала это огромный рост. И все благодаря тебе, мой дорогой прекрасный зритель. Понимаешь? Вот так вот. Так, а чё там? А, ты про это? Так, это книжки, ты имеешь в виду «Принцы полукровки» тогда? А где Мартик? Мартика не было. Не знаю, Мартик, наверное, занят сегодня. Может, в школке. Может, чё? Не знаю. Бабочка Грэнни. А чё вообще? Вот я вижу частицы, но я не очень понимаю, они вообще как работают. Они меня должны куда-то вести или нет? Так, ну это прекрасно. Что это работает? Опа! Что-то я вижу какое-то синее свечение. Опа! Блин, мог давно взять. Ну ладно, не расплескать бы. Ой. Жижу-божижу. Так и знал. Это синее свечение так нормально дезориентирует. Потому что бабушка-то, собственно, красненьким подсвечивается. Грааль.
Отходил. А мы тут Грааль нашли, пока ты отходил. Не, ну хорош. Сейчас получим все эти квесты на алхимию. Давай, Пик, давай. Стрим не выключай, если можешь, пожалуйста. Часами просмотров помогай. Мы до монетизации рукой подать. Так, а что у меня? Качество скачет. О. Ой, у нас... А, не, у нас как обычно все. Так, стопосики, стопони. Что-то я куда-то пришел. Задумался и пришел. О, Багдос, привет. Нет! Так, ладно, я заплутал. Не стоило. Так, ну хорошо. Мы знаем, где Грааль. Надо бы обратно вернуться. Я что-то постоянно здесь, вот в этих 3 стенах, куда-то что-то плутаю. Это нехорошо. Это не профессионально. Надо это менять. Да, я сейчас пойду относить Грааль и как раз посмотрю под кроватью. А, ну я, может быть, даже сейчас посмотрю. Ну давай, допустим, сразу. Что же там важного-то такого под кроватью-то? А, кукла. А, ну кайф. Опа. Может быть, взорвем тогда? Ща придет. Почему нет? Если монашка запирает... А, ну если это ты уже проигрываешь, когда тебя запирают. Блин, а как выйти? Ну, никак, я понял. То есть нельзя уже выйти так, чтобы не активировать куклу. Если спрятался с куклой, то уже все. Так, ну, вероятно, я ее не встречу случайно. Было бы классно. Слушай, ну она, кстати, пока не уперлась в стену, она может и не взорвется, правильно? Так. Совет спросить? Давай, спроси, конечно. Если доверяешь чату и мне, то спрашивай. Все, взорвалась? А, она останавливается. У нее завод кончается. Ладно, окей, он светится наш Грааль. Ты понял? На другом этаже. Прикол? Так, ща. Так, где-то рядом ходит. Да ё-моё. Чё так везет сегодня? Так, о, хорош. На срез пошла. Ща, подожди. Это ты, конечно, большой совет спрашиваешь. Такой долгоиграющий. Да ё-моё. Тетя, ну иди сюда. Ну хватит уже суету наводить. Я уж подумал, тупик. Мне не сюда. Блин, почему я здесь плутаю так сильно? Стрим можно запустить не только на компе. Стрим можно запустить и на телефоне. Есть платформы типа Омлет Аркада, например. И Donation, по-моему, еще есть программа, если не ошибаюсь. Которая же Donation Alerts, она же есть вроде бы как программа Donation, которая позволяет стримить с мобильного устройства. Вот. Но, учитывая, что тебе надо будет озадачиться, скорее всего, зарядкой на телефоне и, в принципе, довольно мощным, ну, таким телефоном, который будет с этим справляться, потому что тебе нужно будет подключить звук, подключить трансляцию, плюс телефон должен вывозить одновременно и игру, и трансляцию, и не лагать. Вот. И все остальное. Так что на телефоне можно. Можно на телефоне запускать стрим, не парься и пробуй. Я делал. У меня получалось. В принципе, без проблем даже. Просто еще учитывай, какая игра. Потому что если это будет какая-то очень графическая, тяжелая игра, возможно, с Геншином, допустим, могут возникнуть проблемы, потому что она довольно красивая. Картинку прочитать? Подожди, я же читал. Я на предыдущем стриме вроде читал картинку. Когда мы ворвались в алхимию и проиграли по быстренькой. А какая последняя? Вот это, кстати.
Так я думаю, что я самый старший из ребят, это мы были. Это было у нас на предыдущем стриме. Это у нас что? Иногда мне скучно, мы... стулья вместе... иногда мне скучно, и мы с другом обычно проводим время, отталкивая стулья и перемещая вещи из одного места в другое. Однажды мы построили очень высокую башню из коробок, которая доставала до потолка прачечной. Она была настолько высокой, что ребенок с синими руками взобрался на нее и сбежал из прачечной через дыру в крыше. Папа, мама, как жаль, что вы не видели, какую красивую башню я построил. Да ты чё? В прачечной есть какая-то дыра? О, Никита, привет. Лейтенант Желешка, привет. Лабиринт? Да, лабиринт. Это как раз-таки ваша любимая локация, да, я так понимаю? Мне ее так сильно анонсировали с самого первого стрима, что я прям вообще капец. Так, ну окей. Так. А тетенька случайно не прям здесь? По звукам как будто бы да. Так, ну окей. Пойдем тогда вот так. О, Мартик, привет. Наконец ты пришел, мы тебя ждали здесь все. Не, мы ничего не знаем про лабиринт. Буквально только знаем, что он есть. Ну, я, по крайней мере. Немножко разобрался с алхимией. Ух! Видимо, не только я здесь слепой. Очень сложная голова, если не знать маршрут. Ну, я маршрут не знаю. Все, что... А что я вообще сюда иду? Все, что я знаю, это что нужно будет делать, собирать алхимию. И все, да? Сейчас разберемся, я думаю, проблем не будет. Так, че вообще куда? Вот сюда? А подожди, я куда вообще иду? Мне же к этим самым, да? В комнату, правильно? Даже ж? Вот в эту? Или нет? Или я что-то путаю? Да е-мое. Правильно же? Мне же к ним в комнату сначала, где бы она ни была. Или не? Или да? Или чё? О, поехали. Да. Чё там, Никита, бомбишь опять? Что? А что за игра? По играм, которые я предложил, уже 2 человека есть, ты и я. Какие игры? Я жду Call of Duty от тебя до сих пор. Modern Warfare 2. Давай мне Call of Duty Modern Warfare 2 и все. Чё ты тогда? А какие вопросы-то? Уже вроде с этим порешали все. Летсплеер, а чё такого-то? Чё, в чем приколдес? Так, 5.3.20, все, я срастил. Чё, где? Ну, это же теги. Теги есть теги. Теги это то, что должно нам помочь. 5.3.8.2 было, да? Все запомнили, правда? Если что, мотаните назад. Напомните, какое я число сказал. О! Ее сбили машиной? Прикол. По заданиям иди. Так я по ним и иду. Иду в лабораторию. Правда? 5.3.20? Точно? Мне показалось 5.3.8.2. Ну ладно. Так. Ну окей, по кругу мы открыли. Что-то куда-то. Сейчас лабораторию посмотрим. Что-то там намешаем. И все. И дальше пойдем. Мы дошли до лаборатории в предыдущий раз. Поэтому пока что иду уверенно. Минус 2 жизни. Просто как булка. Я вообще что-то расклеился. Видишь, чем больше я читаю чат, тем тяжелее мне не потеряться тут. Да, вертолет будет завтра, я думаю. 2-3, что там? 5-3. 5-3. 2. 0. Где-то топает. 5-3-8-2 было, я тебе говорю. 5-3-8-2. Оп. Да ладно, серьезно? Отмотайте, пожалуйста, назад стрим. 5-3-2-0 тоже не работает. 5-3-2-0.
Я не то ввел. Окей, понял. Все. Спасибо. Так, у нас здесь что? Меркурий, это в воду, правильно? Где у нас вода? Вода. Правильно? Правильно. Потом, вот эта вот полынька, она вот это вот, собственно же, да? Вот это. Она получается куда? Ага, спасибо. Так, стоп. Блин. Да я даже не успел почитать, собственно. Warzone, та-та-та-та-та-та-та-та. Что? Что? Стрим сразу запускать даже в 3 часа? В какого 3 часа? Если я буду на работе, кто тебе стрим запустит? Никит, ты чё там опять? Разошелся. Думаешь, проиграю опять? Ну, сейчас посмотрим. Разное мне пророчили, но, знаешь, Владимир такой непредсказуемый. Бывает, что раз-раз, и потом как проходит все сразу. За один стрим пол игры. Куда нужно было растения складывать? Субтитры? Как на стриме включить субтитры? Скажите мне, я просто не в курсе. Потому что говорят, что субтитры на стриме не работают. Ну, типа, как их включить? Можно включить субтитры на видео или на записи стрима. А в процессе стрима субтитры вроде не включаются. Внимательным путь. Где лабиринт? Лабиринт внизу. До лабиринта нужно пройти вот эту алхимию. Скажи мне... вот баг для растений. Все, спасибо. Спасибо за подсказку. Баг для растений. Пошло. Так, ртуть уже на месте, правда? Дальше. Глазенки пойдут у нас куда? Для животных. Глазенки. Вот они. Я закидываю для животных. Пам. Ни хрена себе. Что-то пошло не так. А что, нет? Я неправильно что-то сделал? Ща, подожди. Надо свалить отсюда. Так. Так. Ага. Джонатан, привет. Я не помню. Sorry, I don't remember your name. Расама Джон. Remember what you say about your name, but I don't remember your true name. Так. Да не, Никита не бомбит, Никита прикалывается, я думаю. Да ладно, увидела. Тетя, ты прекращай. Джабин. Джибин. Окей, Джибин. Please correct your nickname, please. Джибин, please. Так, окей. Значит, шпегаем до алхимии. А чё она взорвалась-то? Да ладно. Да ладно. Да не услышала. А что пошло не так? Подожди. Нужно в последовательности какой-то строгой. Или чё? Типа раз, два, три. Ну ладно, она же не сюда идет, правда? Сейчас мочи в глаза ей плесну, чтоб щипало глазки. Окей, сначала идет Меркурий. Я беру Меркурий и заливаю это в жидкость, правильно? Жеш. Залил. Если я дропну, меня услышат, правильно? Да, кстати, а есть какая-то последовательность у этого? Может быть, у этого есть какая-то последовательность, и я не в курсе просто? И куда, кстати, емкость для жидкости ставить? Это не мой никнейм, это почему-то запись моей матери. I understand. Where your account? You have your account. Так. Ну не, баги нормальные, но и вроде бы игра работает. Так, последовательность нет, глаза в баг для мяса надо. Так я их туда вроде бы и закинул. Меркурий я закинул. Расти глаза. Я закидываю в баг для животных, правильно? Для мяса. Я закинул. Тетка уже пришла. Добрый день. Тетка, не ходи. Тетя, не ходи.
Давай стелс. Ладно, тетя решила не заходить. И папоротник, соответственно... да, это стандартный Никита. Это рофл такой. Она стоит. Кто-то говорил про баги? Не слышал, не. В этой игре вообще нет багов, ни одного. Ну и смотри, и у меня осталось для растений, правильно? Ну, папоротник не нужен? В смысле не нужен? А это что тогда тебе нарисовано? Вот это. А? Тут же 3 зелья. Ну, в смысле 3 ингредиента. Правильно? Листья шалфея? В смысле? Они не колючие. А че она встала там? Тупица, алло. Иди отсюда. Офигеть. Никаких багов. Листья шалфея, я понял. Я понял, да-да-да, я понял. Я почему-то подумал, что они колючие. Ну, типа такие, с уголками. Хорошо. Так. Давай, тетка, заглючься лучше здесь где-нибудь, а? Давай, встань и подумай над своим поведением. А я пока что пойду. Каких-нибудь зелий сварю. Блин, что там стоит? Это собака, ладно. Собака-покусака. Субтитры в игре. Смотрите, господа, как нам всем известно, в этой игре субтитров нет. Соответственно, я вам показываю. Я включаю аудио. Нет, не аудио. Я включаю доступ. И здесь есть такая кнопка субтитры. Они включены. Представляешь? Субтитры уже включены. Просто они не работают. Я не знаю почему. Типа, я их выключаю или включаю. Они просто не работают. Ничего не происходит с ними. Поэтому вот. Ну, на первом стриме мы с этим разбирались. Вот я показываю для тех, кто не в курсе. Субтитры в этой игре куда-то ушли. Хогвартс Легаси. Да будет Хогвартс Легаси, блин, он такой еще, зараза, долгий и графический, что хочется, чтобы было красиво, хочется, чтобы было классно, а получается, что надо будет подождать. Ни хрена себе там все горит. Горит, коптит. А где мои? Вот они, листья шалфея. Соответственно, для растений бам, зелье готово. Я скидываю, кошачье зелье. А как его теперь... Ага, вот так. Бум. Пяу. Тетя. Ходи сюда. Здорово. Так, получается, я бегу в подвал, в лабиринт, правильно? Смотри, я пошел. Есть ли в Хогвартса на торрентах? Да, я знаю, но я уже купил. Потому что я Владимир Православный. Покупаю игры, чтобы в них играть. Хогвартс Легаси. Да пройдем и Хогвартс Легаси, ё-моё. Все сразу не пройдешь, вот тут тебе и волнан. Скотч прыгает и все остальное. Что нам нужно было сделать? Смотри, приготовьте зелье, встаньте и... Что? Станьте ловким, видимо, как кошка. В тоннелях можно найти рецепты флягу. Отнесите их к лифту вместе с зельем жидкости из лаборатории и проволочной щеткой. Похоже, в шахте забился унитаз. Что? В тоннелях можно найти рецепт и флягу. А я-то чё? Джон, I understand. Поэтому, please, if you John, то Джон. Я просто не могу запомнить Джимин. Я просто не хочу произносить правильно, неправильно. А я вижу Джон и соответственно, читаю Джон. Джон, это же неплохо. Так, окей, вижу тетю. Не пирачу почему? Не знаю, почему-то с возрастом это стало как будто бы зашкварно для меня чуть-чуть. Я в какой-то момент открыл для себя этот самый Steam. Узнал, что он существует. И с тех пор я что-то перестал пиратить. Ну вот только что бабку я не смог купить, потому что я не знаю, как ее купить, ее нет в Стиме. И поэтому я решил, что окей, раз такое дело, то ну окей. Так, смотри, я, собственно, что сюда вообще иду? О, лампочка. Я сейчас с этим зельем же что-то смогу сделать или нет? Ща, подожди. Что там пишут? Там будет щетка. Ну, я помню щетку. Ну. То есть мне зелье нужно дропнуть здесь?
Правильно? Мне не нужно его здесь пить, там не пить. Да? Правильно? Я все правильно делаю? Я дропаю зелье здесь? Иди в лабораторию, там будет щетка для туалета. Мне сейчас куда зелье таранить? Я вот не могу понять. Вроде бы я должен был сделать зелье и что? И типа выпить и прийти сюда. Почему-то мне так показалось. Тоннеля. Выпейте его. Так, подожди. Ты буду ну, понятно. I understand, Джон. Джимин, I understand you. Ну и релакс. Take it easy. Так, что? Для лифта. Твинс, не знаю, посмотрим. Что по лифту? По какому лифту? Идти к лифту? Мне идти к лифту с зельем? Или как? Часть зелья? Но сейчас я не могу его выпить, правильно? Я могу его бросить. То есть я ложу, иду за ёршиком, да? Правильно? Это часть зелья. Это нужно выпить. Это мне нужно сейчас уже выпить или когда? Я вот не сращиваю, ладно. Давайте, пока вы очень долго пишете, я постараюсь 100 раз умереть и начать игру заново. Да? Но желательно написать. Что? Напротив спортзала лифт. А, ну это я помню. Я не могу... Хардовая, оказывается? Да не, вы чё бы... Где она хардовая? Это обычная? Ничего хардового в этой монашке я не вижу. Обычная монашка-монахиня. На нормале, по крайней мере, нормально. Положите в лифт изготовления. Все дошло, блин. Почему вы называете это лифт? Называйте это верстак. Типа, лифт это то, что возит меня куда-то, а верстак это то, что крафтит для меня что-то. Я как-то так ориентируюсь в этом мире. Есть такое? Типа, лифт это когда я зашел и нажал на какой-то этаж. А когда мне говорят изготовительный лифт, это что такое вообще? Это что за магия вне Хогвартса? Это звучит как какая-то шпам-палябамба. Это звучит неинтуитивно. А в играх желательно, чтобы было интуитивно. А в чате, чтобы было еще более... А где она меня увидела-то? Откуда ты здесь взялась-то? Тетя! Ай, стой. Стой, постой. Уже потеряла? А, не потеряла еще, ты смотри. Ладно, давай я буду закрывать двери. Открою тебе секретик. Я вчера 20,5 минут поиграл, знаешь, во что? Так, подожди, мне нужно же в туалет, да? Правильно? Мне же нужно что-то в туалете починить. А, ну вот это. Проволочная щетка, отлично. Видишь, какой Владимир сообразительный. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И все. Дроп и оп. Так, это получается изготовительный лифт. Интернет быстрый. So fast. My internet. Maybe. I don't know. I don't know. А рецепты где брать? А рецепта-то у меня нет. А где брать рецепт, кто-нибудь знает? Пистолет из жвачки? Я пока ничего такого не крафтил. Что за спойлеры? Пистолет из жвачки я здесь не крафтил. И жвачку я здесь не находил. И пистолет тоже. My English very well. My English very beautiful. My English... My English is my soul. Так. А где... Это проклятая лестница. Надо запомнить для себя уже в конце концов, где она находится на самом деле. Бу-бу-бу-бу. Так. Тетя. Спасибо, нашел. Так, я пошел, соответственно, вниз же, да? Правильно же? За зельем. А нужен нам ли рецепт? А, рецепт в лабиринте? А как мне брать рецепт? У меня нету. Рецепт где вообще? Так, это маски кусок. Штраф. С вас штраф, как будто через Google переводил. А где брать рецепт-то? Подожди, он же не написан. Да? Или что? Я не могу его выпить. Правильно же? А, вон он рецепт. А как я должен попасть туда? Я должен как-то вот... Она же не может сюда спуститься, правда?
Твою мать, может? Я пошел. Все, пока. Тетя, тетенька, тетюнька. Давай в лабиринт за мной. Сейчас мы что-то здесь найдем с тобой. И будет кайф, но это не точно. Так, хорошо. Владимир включает свою прогеймерскую чуйку-нюхалку. Сейчас, смотри, найдет за 5 секунд все. Сразу с ходов. Как ищейка. Да, я забыл кое-что. I forgot something. Where is my рецепт? О! Ржавая фляга? Не фасуби. Ладно, я беру. Брат, играй в другие игры. В какие другие? You don't like Evil Nun? Jimin, you don't like Evil Nun? How you dare? Как там позор, я забыл. Как позор по-английски. Это для лифта. Еще для какого-то лифта. Сколько можно лифты чинить в этой игре? Сплошные лифты. А как теперь выйти отсюда? Так, ну хорошо. Мне просто не хочется вот это терять, то, что я нашел. А, окей. Так, стоп, я что-то с какой-то с другой стороны. Ула-ила. А если я брошу? Ага, ну конечно, через решетку ты просунуть ты не можешь ничего. Так, что там? Что? Мороженщик? Не знаю, посмотрим, что там по мороженщику. Пока ничего не смотрел. И когда что-то прохожу, я в основном только про это что-то и пытаюсь там узнать или посмотреть, или поиграть, или что-то еще. Или вот это вот все. Оп-оп. Так, ну и кайф. Получается, что? Нужно куда-то ориентироваться, правда? А как теперь мне открыть дверь вообще какую-то здесь? Никак? Что-то на рандоме. Нелли, привет. Ё-моё, мы тебя ждем тут уже час. Так, что за место? О! Let it go. Let it go. Evil Nun. Та-тан-тан-тан. Так, у меня вопрос резонный. Что за кнопку для лифта я нашел? Это что за артефакт? Зачем он мне? Нелли, не забудь поставить лайкосик, пожалуйста. И все, кто в чатике только появились, пожалуйста, лайкосик не забудьте поставить. Самое главное, не выключайте стрим. До монетизации остались считанные минуты. Так. Долго работала Нелли? Нелли, а что ты делала так долго? Тетя, сюда. Так, окей, мне бы как-то так свалить, чтобы она за мной не пошла вниз. Она, конечно, молодец, но внизу она мне вообще не нужна. Это, знаете ли... Это, знаете ли, туннель для одного. Быстрей! Хорош. Я что-то нашел, какой-то артефакт. Это что такое? Ржавая фляга. А мне зачем это вообще? Подожди, а я вылез вон оттуда. Окей, погнали снова. Кажется ли она спускается? Ладно, неважно. Так, подожди. А есть же кнопка тут, вот это вот что... А, это пароль. Ага, понял. Ладно, пойдем. Так, смотри, давай ориентироваться. Здесь что? Здесь... Кубок это? Это кубок? Нам надо как-то сориентировать. Здесь же по-любому что-то на что-то указывает. Птица. Не знаю ничего про птицу. Пойдем на кубок. Это что? Это люди танцуют. Я тоже полетел. Это что? Ну, это что-то странное. Так, окей. А есть вообще здесь какие-то ориентиры? Нет? Ничего себе, Нелли, ты вообще. Красава. Нелли вообще очень даже разносторонний человек. Это прекрасно. Так, ну это капец. Это... А, вот я, собственно, обратно и пришел, да? Ага. Давай до кнопки дотянись. Ладно. Так. Куда двигать? Сюда не надо. Здесь мы сделали кругаля. Тира-тира-та-та. А я и не видел здесь больше никаких поворотов вроде. Или чего?
Все закрыто. А, вот есть поворот какой-то. И мы вроде пошли прямо. Ну ладно, давай еще пойдем. А, здравствуйте, а вот снова кубок. Бывали мы на кубке. О, начинается туса-джуса, да? Карина, привет. Как делишки? Ну вот тут в лабиринте уже преем. Которую минуту. О! Карина, ну это получается из-за тебя мы нашли рецепт, представляешь? Ты просто пришла и принесла нам рецепт. Удачу, счастье и гармонию. Так, ну хорошо, я поперся. А, это для той же штуки. Серьезно? Всего лишь. Я-то думал, будет сложно. Ребята напугали меня. Говорят, Владимир, будет сложно, будет сложно. Ты будешь искать, будешь долго искать. Так, надо запомнить, что лифт прямо вот здесь. Окей? Ну и все. Оказывается, вообще это сложно было. Смотри как. Я даже в поту, я даже поплакать немного успел, пока воду пил. Так. Бабуси не будет? А бабуси-то не будет? А бабуси-то бабуси. Так. А где там-то шуршит? Подожди. Так, ну я-то знаю, что прямо и налево. Потому что я Владимир Ориентир. Я Владимир Компас. Оп-оп. И все. И пришел. Так, вот сюда. Ну все, слушай, ход мне понятен. Ход твоей мысли я определил, я пошел. Это не рецепт, это бирка. Реально? Нет, сегодня грани не будет. Сегодня я иду на работу. Неделя началась, все, я на заводике работаю. Мне А, это последняя смерть уже? Кстати, такое мы не видели. Ну хорошо, я понял, в чем прикол. Блин, ну нифига себе, она, конечно, поймала нас в последний раз. Прям с лестницы. Это вот это неправильно, я считаю. Уф. Немножко подгорел чуть-чуть. Невкусно получится. Я думаю, подгорел. А чё, у меня была уже, да, такая? Ладно, окей. Помер. Ладно, ничего страшного. Ну, блин, мне теперь все понятно, хорошо. Лабиринт я запомнил. Сейчас с первого раза все открою. Короче, блин, надо просто не терять смерти. Не терять жизни, точнее. Не приобретать смерти. В конце концов, ну а чё? Нормально. Злая игра, сломанная маска. Я бы даже сказал, сломанная игра, злая маска. Потому что бывают баги, а бывают вот как можно было мне ее сейчас заметить? Она стояла под лестницей. Я не зразумел. Я не зразумела, как вот это можно было пройти. Мне что нужно было? Что? Почему она вниз спускается вообще? Почему нельзя закрыть? Блин, надо было переименовать. Надо было Карину запускать сюда. А то у нас летсплеер второй раз. На вторую катку пойдет. Так, ну ладно. Собственно, что я вообще? О чем я? Да? Малорд. Никаких лодов тебе отныне. Неприятное. Так, ну и все. Давай откроем. Пам, пам, пам. Давай, мы не будем погибать, правда? Спасибо. Нет, все-таки погибать мы не будем, я сказал. Закрывай. Ты чё, блин, как он закрывает двери? За собой закрывай. Так, тетя пошла. Как говорится, тетя пошла, да и я своего рода пошла отсюда. А, все. Нашел. Уходим. Быстро. Быстро, я сказал. Оп. Хорош. Ну и все. Вот это самая сложная миссия в этой игре на самом деле. Найти предохранитель. А если ты уже нашел предохранитель, то ты уже, считай, победил. Понимаешь? Блин, ну вопросики, конечно, вы в чате задаете. А как можно понимать другой язык? Ну вот просто вот так. Ты же понимаешь английский? Так, окей.
Ворота подняли шум. Не может быть. Ее возмущению нет предела. А подожди, нам нужно Грааль искать заново. О май гад. Самая приятная часть этой игры. Ну и добже, добже. Так, а где он? Он всегда, ну... Кстати, вот кто-нибудь в курсе, Грааль, он только... Он может быть в помещении? Или Грааль всегда на улице? Потому что если на улице, тогда у меня нет вопросов. Его будет всегда легко заметно. О, Ника Небитан, хай. Scale doing. So what escape? Что выход? Какой мы выход ищем? We found the... Как там? The finished... the finished ending. This is... first stage. First level. Так? Я на английском говорю вообще. Какой выход мы ищем? We found Грааль. Грааль на английском как? Я не знаю. The Mask Piece. Ending Mask Piece. Ending. Капец, я уже на польском реально больше слов знаю, чем на английском. Мне кажется, я бы уже на польском уже 100 раз бы сказал. Своими 3 словами, которые знаю. Голова вообще ломается, когда на заводе встречаешь, допустим, человека из Индии. Естественно, на хинди я просто мастер of peace. Вот. И, естественно, начинаешь пытаться говорить на английском, а потом подходит твой товарищ поляк, и у тебя просто голова взрывается. Когда ты только что пытался собраться на английском, хотя бы какую-то мысль вообще выразить. А потом приходит человек-поляк, и ты такой: о, до свидания. До побачення. До побачення. И все, и уходишь в закат. Красиво. Так, а что вообще реально? Грааль может быть в помещении, не? Не? Да, не? Под лестницей я посмотрел, здесь я посмотрел. Нужен какой-то синий огонечек. Ну, пойдем там посмотрим, кто его знает. Погибать я, главное, не планирую, а так нормально. О, грузин, класс. У меня... О, хорош. У меня на заводике есть... Ну, был один грузин мой ровесник, а сейчас там остался грузин, который гораздо постарше меня. Вот. Ну, крутые ребята, блин. И Грузия крутая страна, видимо. Вы видели, что там происходит? Вот это люди. Действительно... Гражданское общество. Сильное. Класс. Я прям горжусь. Что за монетизация? Монетизация это партнерская что там как-то партнерская программа для авторов на Ютубе. Когда тебе дают монетизацию как автору, YouTube подписывает с тобой партнерское соглашение электронное, я так понимаю. И тебе начинают платить за рекламу, которая появляется на твоих видосах. То есть автор начинает получать денежные средства за свой контент. И это будут мои первые деньги за контент. Представляешь? 2 года примерно я занимаюсь видосами и всем остальным, чем могу. Хорошо, Карин, хорошо. Карина, ты эту игру знаешь? Ты знаешь эту игру? Какие питания мы можем задать? Ну, например, по игре. Играла в эту игру когда-нибудь? Знаешь, куда идти? Знаешь, как алхимию собирать? В этом я уже и сам, правда, разобрался. У нас, по сути, на предыдущей катке осталось собрать да уйти. Нас встретили подло на лестнице в спину. И все. 50 из 100? Это значит, что ты половину игры прошла? Или как? Или я что-то неправильно понял? А, стоп, куда я прусь? Куда я прусь, я не боюсь. Я вот сюда прусь и завалюсь. Оп, 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 оп. Хорош. А зачем? А, мне сюда за этим, да? Знаешь, да?
Знаешь ее? А, ну хорош. Знаешь, в смысле проходила? Или знаешь, в смысле просто слышала название? 7411. Запомни. 7411. Все. Запомнил? Пойдем. 7411. По сути, нам осталось просто прийти, собрать и уйти. Я, как говорится, я Владимир, я мимо проходил. Все. 7-4. Или 7-3. Спасибо. Вот это спасибо. 1-1. 7-4-1-1. Там не 3-1, там 1-1. 7-3-1-1. Блин, Карина. Ты точно запомнила пароль? 7-4-1-1 или 7-3-1-1. Спасибо. 7-4, спасибо. Все, я понял. Запутался по-конски. Так, 7-4-1-1. Шпеус. Хорош. Так, окей. Тогда мы сразу берем листья шалфея, закидываем их в растения. Берем сразу глазенки, закидываем для животных. Берем сразу ртуть. Нет, мочу не берем. Мочу мы сейчас и сами сделаем. Закидываем в воду, шлепаем, валим. Бабку пугаем, путаем. О, чеш. Як ще маш, твінс. Wszystko mam dobrze. Twins może kiedyś przed 5 dni, może 6 dni, może на этом самом, как они, в субботу и неделю. Ну, короче, на холидей. На уикенду. О. Мамы Твинс может быть на уикенду. Бу-бу-бу-бу. А подожди, я куда иду вообще? А, все правильно, мне надо скинуть. I need to drop. Что? Польскиего? Так, что за второе слово? Я тшоный в'ем. В'еш? Польскиего? Я второе слово не знаю. Ты как-то знаешь польский. Плохо знаешь польский? Позже, что значит? Значит, казахский учишь? О, ты планируешь в Казахстан рвануть? Ну, Казахстан, кстати, вообще. Трохи? Это трохи. Немного знаешь польский. Нифига себе ты немного знаешь. Это трохи, точняк. Спасибо, Андрюх. Украинская мова. Украинская мова forever. Так. Второй звук меня смутил. Да и знаешь ли, попробуй тут на польском посращивать, когда за тобой с молотком бегает собака в сюртуке. А что нам надо, подожди? Нужно толчок почистить. Да. Это же игра про унижение. Тима, привет. Что-то? Я тоже учу. Да, можно играть в Steam, да, конечно. Это игра куплена в Steam своего рода. А где бабка? Хорош. Так. Трохи английский знаешь? Так вот я также. Трохи английский, трохи польский. Ну, в последнее время польский-то получше, чем английский. Ладно бы пришлось общаться, допустим, на английском, был бы другой вопрос. А так-то все время на польской мове. Ну что же, тетя. Давай, пока. Я хочу в сухую выиграть в этот раз. Уа! С дверями здесь проблема какая-то. Все, я пошел, давай. Не преследуй меня. Я женатый мужчина. Мне уже все. Мне уже не надо. Вот эти все ваши нежности. Все. С монашками не обнимаюсь в последнее время. Спасибо, Тима, спасибо. Подписывайся, обязательно на стримы приходи. Все, сейчас я унитазик чищу. Все. Очень здорово. Я за этим в игру и прихожу. Унитазики почистить после монашечек. Фу, обкакатые. Так, получается, осталось взять рецепт и осталось взять какую-то штуку. Какую-то фреску странную, плиточную. Что за звуки там? Дроп. Четко, блин. На место. Сидеть. Where are you disappear? Так, щетка нормально дропнулась? Надеюсь, да. Так, издал звук бешеного лося и побежал.
Что? Jutro... Так, граммы в бабце. В другу бабцу. Там бабца и дядок. Ха-ха-ха. И дядок тоже будет, да? Ой, я вот сюда пошел. Да твою мать! Да твою мать! Да твою мать! Блин, это польская мова меня сбила. Я задумался. Я задумался. Лестница еще вот эта, которая не работает. Мартик, хорош. Так, мы шли в подземелье, блин. Тупо, ладно. Одну жестеночку оставили здесь. Да. Толчочек пришлось дважды помыть за стрим. Ну, а что делать? Такая работа стримера. Толчки мыть, деньги не получать. Это все на заводе работать. Все, классика. Стримерская классика. Так, день рождения у Тимы. Тима, мы тебя поздравляем с днем рождения. Расти большой, не будь лапшой, не болей. Все, учись хорошо, будь умным, разумным, молодцом, богатырем. Все, поздравляем. Я поздравляю сердечно. Обнимаю. Ментально обнимаю. Куда идти, не пометаю. О, смотри, и правда выучил. А как выйти? А можно мне теперь выйти? Ладно. Так, ну фреска с другой стороны. Там фреска была направо, если не ошибаюсь. Точнее, налево. Мы направо пошли за этим всем, а вот как раз вот сюда. Да блин! Ща, подожди. Ну вот же выход. Ну что ты, Владимир? Ну вот же он. Ну вот же он. Я надеюсь, тетя меня не ждет там. Это будет неправильно. Ну типа, как я ее буду вообще отсюда палить? Это же невозможно. Это же нельзя этого все терпеть. Остановитесь. Оп. Так, я пошел лучше вот сюда. Я лучше обойду, на всякий случай. Может быть, тетя как-то придет сюда? Тетя, я шумлю дверьми, давай сюда. Монахиня Марина меня молотком поманила. Мне не нравится. Давай мужичка напугаем. Бо-бо-бо-бо. Все, напугали. Мы каждый стрим пугаем мужичка. Ну, чтобы он там... Все, он там сидит, грустит. А так я вот с рецептиком уже иду. Горный. Горный россиянин. Чёча? Чёча где-то... даже не знаю, как сказать на польском, в канаве валяется. Тётя где в канаве валяется? Не знаю. Ну что-то молчит. О, не молчит. Блин, ладно. Давай сделаем просто дроп сюда. А тетя пойдет. Давай я бы даже, раз такое дело, сделал бы дроп куда-нибудь вот сюда. И все, и пойдем обратно в нору. Давай, пока. Нам фреску еще искать. А ты нас гоняешь здесь до пота. Так, спуск был прямо и налево, правильно? И все. О, все, пока. Так, вот так. Дверь закрыл. Костер обошел. Лестницу нашел. Лампочку посмотрел. И дальше пошел. Все нормально. Вот Юж тетя. Вот и тетя. Спортом занимаешься? Мы занимаемся, но мы... Ну блин, вот опять начинается вот этот спорт. Че, реально спускается? Да не надо. Дидада, тетя, дидада. Так, мне вроде бы налево. И тут просто уже как бы и некуда сворачивать особо. А, вот сюда, да, точно. Я тебе говорю. Чувствуешь, фресочкой пахнет. Это все потому, что она где-то здесь. Точно снизу. Это я тебе говорю. Как ищейка. Полицейская. О, все. Точно вот здесь. Where are you? Where are you disappear? Вот она. Черт. Легкий просчет.
Чёча лежи в рове. О, хорош. Теперь контент на канале Яновский еще и познавательный. Чёча лежи в рове. Тёчка валяется в канаве. Ну, кстати, слово лежи как будто бы лежит, да? Ну, наверное, слово валяться, наверное, на сленге есть какое-то. Лежи в рове. Ров, да? О, добре. Файно. Давай мне фресочку, дядя. Все, не грусти. Все наладится у меня. И все. Я, получается, иду вот сюда. Так. Вот, стоп. Вот сейчас повнимательней. Чоча може не лежать в канаве. В рове. Да. Нет! Только не разбивайся. Хорош. Звук ветра завис. Ты слышал? Вот это была неприятность. Так, где лестница? Окей. Я бы не хотел бы переигрывать этот момент еще раз. Это фляга, да, свистит. У Чочи. Чоча-моча. Но мочу мы, кстати, в этой игре находили. Че уж там. Где-то рядом она, да? Я же слышу. Так, и, пожалуйста, без Чочи, если можно. Да нормально делайся. Нет. 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 Никакой сестры Мэдалин. Не надо. Ди-да-да, Чоча. Хоч здоровы. А где она? Хоч здорово. Ты слепая, что ли? Ну, добже. Чоча ма миллион лет, миллион лат. Но не вем, Чоча нема мозгу. Кошачье зелье. Я пошел. Да, блин, Чоча. Хоч здоровы. Получается, мне нужно что? Мне нужно сейчас спуститься вниз, хлебануть вот этой царской настойки, правильно? И что-то там будет. Начнется какой-то кошачий глаз или ласточкино зелье. Як твій ведьмак. Як твій візьмін. Еще как хлебану на стоечке какой-то волшебной. И все. И все найду. У меня 4 шанса, чтобы выпить. А что, я сейчас буду мимо рта пить или что? Как это работает, если не секрет? Ё-моё, что? Я выпил? Твою же мать. Мне уже нужно идти? Так, блин, спасибо. Владимир вовремя, конечно. А как это работает вообще, если не секрет? Ну кайф, типа зелье уже перестало работать? Да, давайте расскажите мне, как это работает. Механику этого зелья, потому что я не понимаю. Я его хлебанул, все потемнело, посветлело, и что дальше? Вон она, смотри. Крыса. Серьезно? Ты просто открыла решетку? Не, как выпить я знаю, как это работает. Я не знаю. Да ладно, серьезно? Я сразу в тупик пришел. Дерьмо вообще. Так, расскажите, как это работает. Нет, я не купил, Никита, игры, которые ты предложил. Потому что я все еще жду тебя в Call of Duty. Ты же видишь, я прохожу одну игру, и у меня еще наперед уже 3 игры. Так. Да, напишите, пожалуйста, как работает это зелье. Типа, что происходит, когда я его выпиваю вообще? А чё у меня вот это все висит, не готовое? Как только изготовите кошачье зелье, вернитесь в тоннели, выпейте его и поспешите за маской. Ни хрена себе, блин. Спешите за маской. То есть мне нужно маршрут? Да ладно. Мне нужно маршрут до маски сейчас выучить? Правильно? То есть там на время, скорее всего. Ага. И я так понимаю, мне нужно идти по этим штукам. Хорошо, давай я попробую выучить.
Фу. Маршрут, значится, вот сюда. Потом, видимо, вот сюда. Вот тут начинаются вопросики. Допустим, направо. Так. Ага. То есть не направо. Хорошо. Значит, я иду сначала по вазам, допустим. По вазам направо-направо. Потом, допустим, налево. Окей. Не слишком ли это далеко? Ну, конечно, жду. Конечно, жду. Зачем мне покупать миллион игр, когда у меня есть игра, в которую я могу поиграть, да еще и с тобой, и вообще и с ребятами еще вместе. Покупать еще игры какие-то. Я понял, что они закрываются, когда время выходит. Я пытаюсь понять, в какую сторону мне нужно бежать вообще. Я так понимаю, мне нужно по лабиринту пробежать, правильно? От входа до какого-то места. Но мне нужно точно знать, до какого. Я помню, что я выходил в какой-то момент на маску. Вот в той стороне. Только мне нужно теперь запомнить, куда бежать. Открывается же только одна решетка. Зачем? Подожди, мне флягу пока не надо. Фляга у меня лежит, и пусть лежит. Так, окей, допустим, налево. Налево. Мне нужно маршрут запомнить. Так, все время, если налево идти, например, что будет? По-любому где-то нужно направо, да? Ага. Так, если на скелетике направо. Да ладно, она уже здесь. Она здесь, но кажется, она меня не услышала. О, нифига себе. Класс. Да блин, ну камон. Окей, хорошо, хотя бы эта решетка не закрылась. Я надеюсь, я в тупик сейчас не прибегу опять. То это будет фиаско прям. Так, окей, потеряла. Блин, мне кажется, или я в каком-то месте очень близком к фляге. Не к фляге, а к этой самой. Никитос, ты, конечно, если ты можешь, ты покупай, просто потом в какой-то момент время придет, и мы с тобой ворвемся, вот и все. В какую-то из игр. Блин, ну нужно какие-то опознаватели находить, я не знаю. Так какой сейчас выход везде вообще? Окей, сейчас пойдем, сейчас тетка уйдет только отсюда. Я не знаю, мне кажется, это и так достаточно тяжелый квест, чтобы его еще усложнять монашкой. Ну класс, я пришел. Так, смотри, мне показалось, я обнаружил 1 час игры. Чё? Так, реально 1 час? О, ну отлично. Да мы быстро сейчас пройдем. Мне кажется, вот эти вот синие элементы указывают направление к фляжке. Есть такое? Вот смотри. Ну, не к фляжке, к маске. Тут нет ни хрена. Это печально. Так. Ну, не фрись, пожалуйста. От змеи надо как-то срастить. Блин, ну тут уже фиг запомнишь. Так, и чё? Ну и вот куда, да? Ну, видимо, налево отсюда. Правильно? Через солнце. Потом вроде сюда. Да, сюда. Так. Лево, лево, лево. От солнца налево. Тут налево. Тяжело, тяжело. Ну, как тяжело? Где-то морочно, хоть бы дали какие-то на это намеки. На то, куда нужно идти на самом деле. Так. Обалдеть.
Ну... А, это еще и с этого хода, если... Вообще жесть. А я-то пойду не с этого, правильно? Я-то пойду вот от с этого. Действительно, да. Это не сложно, это вот... Я считаю, это то же самое, что с глобусом. Это просто перемудрено. Вот типа зачем это делать? У меня времени будет на все про все вообще нисколько практически. Налево, направо, тупик, все, кайф. Ага, супер. Так, ну направо нам 100 раз и не надо, получается. Так, а где там начало вообще? Так, окей, я вот отсюда начинаю, правильно? И начинаю идти. Я иду прямо, у меня нет никаких выборов. Я иду дальше прямо, допустим. Налево, держусь левой стороны. Потом. Здесь что? Здесь какой-то спуск. Не знаю, что за спуск. Все время держусь левой стороны. Лево. Все еще. А это как будто бы слишком долго. Ага. Все время левой стороны держаться не надо. Окей. Так. Давай еще раз, подожди. Зачем мне брать флягу? Мне не надо брать флягу, мне надо маршрут понять. Я иду. Здесь поворачиваю направо. Иду прямо. Здесь поворачиваю налево и направо. Направо, налево, направо. Так. Вот тут я уже все. Направо, налево, направо. Дальше куда? Или фляга мне должна как-то подсказать? Что здесь является вообще каким-то направителем? Здесь есть такое? Здесь есть что-то, что ведет тебя по карте? Блин, я нашел. Вот сюда нужно. Все, вот тут, да. Ага, так. Ну, это жестко. Вот этот маршрут бы сейчас еще пробежать на самом деле. Много раз, чтобы запомнить. Да. Давай, Warzone, конечно. Все ждем. Всей деревни ждем. Она делает меня быстрее, я знаю. Но мне нужно знать, куда бежать. Какой мне смысл просто бежать? Если я буду бежать просто, я просто упрусь не туда. И потрачу эту всю флягу. Блин, ну это фиаско, походу. Блин, вот это еще вот тоже... Нафига вот это все надо? Я и так не знаю, куда идти. Пытаюсь выучить маршрут. И у меня еще вот это вот... Бесовщина здесь мешает. Я вот это не понимаю. Это что, для того, чтобы я 100 раз переигрывал, что ли? В чем прикол? Да, блин, мне что, мало? Ну, здорово. Я не считаю, что это сложно. Это не сложно, это тупо сделано абсолютно. Так же, как с глобусом. Я считаю, это надо фиксить. Либо давать какой-то компас, чтобы я понимал вообще, чтобы какие-то намеки были вообще, куда идти. Здесь просто коричневая кишка, я должен в ней сориентироваться. Еще и периодически ко мне запускают босса, которого фиг бежишь здесь. Это вообще, это тупость, это неправильно сделано. И сейчас я еще 2 раза проиграю вот в этой веселой обстановочке. И просто буду заново перепроходить 20 минут беготни. Че в этом классного? Вообще прикол не понимаю. Ладно бы фляжка бы как-то еще светилась в направлении, я не знаю. Но так вообще, конечно, тупость. Да, монетизацию скоро дадут. Как здесь запомнить? Направо. Налево. Направо. Направо, налево, направо, налево. Направо, налево, направо, налево. Так, направо, налево, направо, налево.
А, хорош. Ща, подожди, кажется, что-то пришло ко мне. Сейчас будет все зависеть от того, смогу ли я повторить маршрут. Да, ну или сдохну просто сейчас в этом лабиринте опять. Какая тупость. Ща. Что там делать? Квадрант с игры? Что это значит? Так. Квадрант это 1,5 часа? Вроде. Да ладно. Где она топает? Да, Никита, представляешь, просто когда тебе нравится игра, то ты в нее играешь. Простая логика. 15 минут квадранс. Ага. Ну это вот чего там классного, блин? Я уже все разгадал, мне нужно просто забрать, но мне нет направителей. Какого хрена? Ладно, сейчас я если выберусь, я попытаюсь еще раз пробежать маршрут, который мне нужно пробежать. Если получится, тогда можно брать уже флягу и на скорость делать. Так, смотрим. Направо. Налево. Ага. Направо. Направо, допустим. Блин, на скелете куда? Сейчас, подожди. На скелете надо было не туда. Окей. На скелете, видимо, прямо. Блин, да тоже нет. А, все. На скелете прямо. До упора. И направо. Я не уверен, что сейчас получится, но давай попробуем. Возможно, сейчас начнется суета, и я никуда опять не попаду. Вполне вероятно. Так, блин, сейчас выбраться бы еще отсюда. Угу. Но, вероятно, сейчас получится. Я так думаю. То есть мне нужно взять фляжку и постоянно ее, походу, еще подпивать, да? Чтобы успеть. Потому что закроется все, я так понимаю, довольно быстро. И мне нужно вообще не ошибаясь добежать. Даже страшно представить, как ее перезаряжать. Ага. Так, как, блин, вернуться-то теперь? Можно пожестче как-то вернуться? Так, вернулись. Она никак не перезаряжается. Она перезаряжается вообще, нет? Так, ну что ж. С Божьей помощью, видимо. Да? Взаимодействовать. Пить. И поехали. Направо. Налево. Направо. Прямо. Офигеть, на скелете прямо. И, пожалуйста. Да. Быстрей, 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 быстрей. Твою мать, есть. А, и теперь нужно обратно ее вынести, что? Так. Конечно, я прошел, Марти, как ты хотел. Но я еще не... Я еще не прошел, у меня здесь что-то забаговало. Ни хрена себе!
Эй! В смысле? Я же прошел. Я как должен теперь это забрать? Меня не выпустили обратно, а новая решетка не открылась. А потом пришла эта тварь и прошла сквозь решетку. Вот в такие моменты, конечно, хочется вот просто удалить игру и сказать, ну вы чё, охренели, что ли? Я и так здесь порвался пополам, блин, чтобы попасть в это все. Как можно ключевые моменты сюжета баговать вообще? Ну как это так? Что с этим глобусом уродским, что здесь, и вот это вообще прям бесит. Ну как так вообще? Подошел, взял, назад не выпускаю, другая решетка не открылась. Это подошла, прошла насквозь. Я вообще не понимаю ничего. Ну просто это фиаско. Че я вообще сюда попёрся? Мне вообще не сюда. Ну окей, направо-налево и на скелете прямо. Ну типа того что-то. О, да. И все, это последняя жизнь, понимаешь? Если мы сейчас запоримся, что очень вероятно с такими багами, и вообще, и как бы может просто не повести тупо, то и все, как бы, здравствуйте. Бесишь. Как она в этот люк вообще там пролазит? Нельзя было сделать, чтобы она этого не делала? Чтобы я там сам по себе страдал. Так. Не ходи сюда, бабка. Не беси меня. Тупи там, сама по себе. Я вообще как ниндзя прошел. Меня никто не мог заметить. Маска где? На полу валяется, понимаешь? И фляжка на полу валяется. А, там открыто вообще в целом. Это меня устраивает. Давай-ка я вот здесь пойду. А я не могу. А куда я могу? Да ладно. Я никуда не могу. Супер. Лабиринт уже пройден. Механизм лабиринта. И чё, в смысле? Это не работает теперь? Я не могу пройти. У меня невидимые стены везде. Просто пошла эта игра. Я вообще... Это что здесь произошло с этой игрой уродской? А, вот так вот. Тихо, 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 тихо. Ого, пожалуйста. Ого, я должен еще и баги разгадывать. Ты видел, что произошло? Если у тебя забаговали стены, иди в решетку. Ты маг, чертов. Ты должен пройти сквозь решетку. Поверь в себя. Just do it. Make your dreams come true. Понимаешь? Это не она тупая, это я гений. Мартик, ты чё? Самое главное не путать важное с главным. Все, аллилуйя. Хорошо, что, блин, додумался хотя бы попытаться спрятаться. Ох, Владимир. Во что ты вляпался? Так, и чё? Магический кубок прошел через дверь воспоминаний. А я куда? Ну я-то знаю, через что я прошел. Я прошел через что-то шоколадное. А, стоп, мультичек ОПЦ. Что такое? Голоса меня зовут? Воу. Немножечко вштырило, кажется. И это не из-за воды. Не стоило пить ничего из фляжки. Оу. Зомби Чайлд? Ща прорвутся. Сценарий? Ага, так. Дети, детишки, ребятишки. И чё? Нора какая-то сверху. Я думал, она меня сейчас вырубит, да? Ну сейчас, наверное, финала будет. Подожди, я могу? А, могу, да. И чё? Куда идти? К двери? Какой еще двери? К обычной? Или вот к этой?
Область будет доступна в обновлении, естественно. А к какой двери, в смысле? Просто на выход? А, или мне нужно идти к двери с детьми. Правильно? Есть же? Есть же? У меня последняя жизнь. Если сейчас отвалюсь, то это будет фиаско. Наверх, в прачечную, в смысле, да? Ага. О, так. Что находится в двери воспоминаний? Ага, ага. У меня все залагало. И миссии залагали, и... Как бы у меня сейчас лор не залагал. Ты видел, как я прошел лабиринт? Через пиксели к звездам. Блин, насколько она далеко? Она вообще на улице, что ли? Окей. Так, в прачечку, да? Пойдем. Как-то в аккуратец, пожалуйста. Так. Опс. А чё? Ага, все, понял. Нет вопросов. Темный кубок в бункере за дверью? Кубок? Какой еще кубок? Ага. Ну хорошо, хорошо. А мы сейчас типа досмотрим сюжет и пойдут титры? Ну, типа какие титры? Титры раннего доступа? Давай, бабка, потеряй, 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 потеряй. Не такая уж ты и быстрая, я проверял. Вот в эту комнату я хочу, капец. Что там? Я надеюсь, там шотган. Ну. Не, лабиринтик мы довольно бодро преодолели, кстати. Направо, налево, направо, налево и от скелета направо. Еще есть такая проблемка, что когда зелье выпиваешь, у тебя все мутнеет. О, кубок. Реально? Ну как кубок? Ну ты понял. Багубок это. Это даже не кубок. Так, тетя, ты же уже все? Так я бы открыл бы здесь какой-нибудь проход бы. Вот тут желательно. Благодарствую. Изнутри доносят двери. А, поставить кубок? Давай. Пока планирую заняться... Ну, вот-вот. Вот тот-тот-тот. Вот тот-тот-тот-тот. Точно не скажу тебе, но мне нужно найти какую-нибудь нормальную компанию, которая соберет нормально. Так, вот сейчас я пошел не туда. Вот. И сделать это. Вот и все. Так, пожалуй, я закроюсь. Спасибо. Да, с водою. Ну, я не уверен, что с водою, но с чем-то, да. Светится это не как вода, конечно. У меня вода так не светится. И чё? И чё я сюда пришел тогда? А чё, титров не будет? А? Я думал, будут какие-то титры. Хотя бы. А их не будет? Это я заранее нашел себе. Так а чё? Я думал, хотя бы типа будет благодарим за внимание, там что-то такое, какой-то концовка. А там дети закрыты, все закрыто, ну и чё? Ну ладно, давай тогда, как обещал, историю создания смотреть. Это и будут наши титры, судя по всему. Приветствую, дитя, надеемся... Кайф. Надеемся, вам понравилось. Ну, похоже на титры. Здесь вы можете последовать за ходом разработки игры Evil Nun Broken Mask. Вы увидите ранние версии объектов, уровней персонажей, включая сестру Мадлен и анимацию. Мы рекомендуем изучить представленные материалы, чтобы узнать много интересного. Наслаждайся. Так, ну хорошо, контент. Чуть-чуть. Ой, гигантская кура. Ё-моё.
Страшно представить, какие она несет яи. Самая первая дверь сделана для игры. Слишком массивная и нелепая, однако ее форма легко различима. Эта дверь использовалась в оригинальной мобильной игре о злой монахине, и нам было очень важно иметь подобную отправительную точку для дальнейшей разработки. А что, нормальная дверь? Тоже дверь, но обработанная. Серьезно. Давай, Карин, если что, давай. Если что, возвращайся. Да. Перед вами обработанная дверь из окончательной версии игры. Как видите, использовали старую дверь в качестве шаблона, добавили множество деталей. Мы изменили ее звуковой эффект, и с другой стороны работает полностью аналогично. Этот метод. Так, ну-ка давай в прогрессии как-то посмотрим. Так, старая игра, дверь, ее звук. И новая дверь, ее звук. Ну, окей, хорошо. Неплохо. Похоже на проделанную работу. Экскурсия по разработке. Так, что это? Ага. Первые версии доступных для подбора предметов, объектов. Это первые каждый из них объектов формой и степенью столкновения. Ага. Что-то звучит все одинаково. Ага. Окей, блин, это очень такой фанатский левел. Что? Что? Не понял. Что ты это ты? Как я узнал? Я никак не узнал. Написано Карина. У тебя и раньше было написано Карина, если ты об этом. Никнейм же тот же. Ну, написано же Карина. У тебя же никнейм такой же. У меня одна Карина на канале была, по крайней мере. Вот, все, прочитал и понял. Только одна Карина заходит ко мне на канал и на украинской мове пишет мне. И все. Больше Карин нет никаких. Логично. Ну, как еще? Так, это что, новые ворота какие-то? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слушай, вот это гораздо страшнее. Ой-ой-ой. Ну, сразу видно мобильно. Ё-моё, это что за брейк? Отойди от меня. Ты меня пугаешь. Ой-ой-ой. А что это? Это так и должно быть? Ладно. Первоначальная модель сестры Мадлен, она неплохо выглядит для мобильного устройства, но не для Broken Mask, ее пришлось переделать. На них этапе разработки мы решили начальную модель, та-та-та-та-та. Ну, короче, да, это модель Breakdance Мадлен. Нормально, мне нравится. Стильно, модно, молодежно. О, Иисус. Пешечка моя. Так, версия Филиппы, тоже ранее, тоже шлепает кота. Фу, какая. Ух ты. Это что-то что? Монашка-ведьма? Разработки используют страшную модель мобильного варианта. Так, ну хорошо. Что-то из нее делали, да? Меняли как ее. Фу-фу-фу-фу-фу. Так. Пляшечка с маной. Это мы прошли раннюю версию игры, ее сюжет, по крайней мере. И теперь мы смотрим... О, шаги, аудиоэффекты, да? Окончательная модель сестры. Ага, ну не, нормальная вообще такая, да. Ага. Добряшечка и волняшечка. Мы смотрим историю создания игры, типа того. Прикольный уровень сделали. Показывают ранние модели, последние модели, гигантские модели. Фу, какая. Ей тоже надо брекеты, как и мне, поставить. Лицевая анимация. Ага. Наглядненько. Может быть, на превью заберу. Ладно. Ё-моё. Я сам в шоке. Так, трансляция процесса разработки. Че, ролик покажут какой-то, не? Все. Слушай, ну вот, тогда тебе вот титры. Чтоб все было как положено. Титры будут вообще? Трешь-макарешь. Или что это будет? Или это заставка в начале игры, которая... это вот они и есть, да, титры? Вот, я думаю, вот так должна была заканчиваться ранняя версия. Чтобы я брал последний кубок,
И мне говорили спасибо за внимание и поддержку игры на стадии ее разработки. И я бы такой, ну хорошо, чертяки, багованное вы мне, конечно, подсунули, но нам вроде бы было прикольно в это катать, правильно? Правильно. Да, я думаю, нам время пришло прощаться. И спасибо тебе за внимание, дорогой мой чатер, который подсказывал и переживал за меня. А также зритель, который досмотрел до этого места в записи. Приходи на стримы. Не забывай ставить колокольчик, подписываться, ставить лайкосы и все остальное. До монетизации, я напоминаю, канала осталось буквально 120 часов, поэтому если можешь, оставь стрим включенным на ночь. Просто любой один стрим на ночь. И я думаю, если каждый из нас это сделает, то завтра на утро Владимир проснется с неожиданной монетизацией. Я обещаю, что, ну как обещаю, я сам себе обещаю, я так и сделаю. С первой монетизации, с первых денег куплю себе первую булку хлеба и сфотою ее со всех сторон, напишу на ней что-нибудь, может быть свое имя, может быть название канала, а может быть сделаю типа это кнопка ютуба, моя первая хлебобулочная кнопка ютуба, которую я буду вспоминать как, ну как первый хлеб, первый хлеб с канала. А на сегодня все, и до встречи на следующем стриме. Пока!